Всем привет, это Иннокентий Кишкурно, колеса.ру и наш проект Лада Веста 100, который вернулся из Казахстана в Россию. В ходе ТО в Усть-Каменогорске мы выяснили причину стука в передней подвеске, и отчасти он был связан со стойками стабилизатора, менять которые мы решили уже после возвращения в Россию. И вот мы здесь, в Тольятти, в знакомом нам сервисном центре Рона. Поначалу нашу машину завесили на висячий подъемник, на котором, как мы знаем, стук стойки стабилизатора диагностировать довольно сложно, даже если поддомкратить подвеску, и сервисмены даже высказывали предположение, что причины как таковой вообще нету, или она не столь значительна. Да видишь, сейчас нету здесь ничего. И вот даже вот так берешь, он палец разбивается здесь капитально. Зря ты, видишь, а тут она жестко сидит. Я не знаю, как можно найти там что-то. Сейчас эту сниму в сторону. Вообще. Блин, ну на самом деле Ну вот, не чувствуется. я тебе про что и говорю. Вот при таком поддомкрачивании не чувствуется. Может быть, Смысл, я же, считай, колесо поставил. Пружина сжалась, она слабину дала. ну насколько она Эдик, сжалась? Может, они же если разбиваются, они же вот часто сталкиваетесь с этими с иномарками. да, И вот такого фасона они сейчас, что на китайцах, что на Сузуки. Они также болтаются, правильно? Палец. Ну, может, что-то и было, а ее, может, случайно не поменяли вам уже? Нет, точно не меняли. Шар его меняли справа, с рычагом сбоку. Ну, так если мы и эту поменяли тогда. Не-не-не. Вот я ее Нашли то, что они... на уровне поднял, вот, видишь, ровно, как колесо стоит. Не знаю. Ну это-то вроде как поживее была. По оценке ваших казахских коллег. Но сейчас ни здесь, ни там не чувствуется лифта. Правда. Ну что-то вот, может быть, что-то минимальное есть вот здесь вот, но не настолько, чтобы давать звук, действительно. Она звук дает, когда она палец в шаре разбивается, и вот этот палец начинает ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту стучит. Вот это, я согласен. Ее берешь просто, она чувствуется вот в этом шаре, вот как вот на наших автомобилях, вот первые девятки шар, если разбивается, вот этот палец в этом шаре, тоже капрон стоит. Он этот капрон разбивается, просто капрон разбивается, шарик, палец, и все, она... Смысл дефекта. Вот, и она вот так берешь, она его уже тут по-любому никуда не убежишь. Слушай, Она же будет давайте болтаться. предположим, что это действительно не стойка стабилизатора, тогда нужно понять, что это, потому что подвеска стучит. Обычно бывают рулевые наконечники разбивают, тяга рулевая разбивается в этих рейках. Сейчас попробуем открутим тогда. Обычно правая сторона бьется. Я говорю, давайте я вам покажу ролик, где он говорит, левая сторона вышла из строя, стойка стабилизатора. Реально, левая сторона стойка стабилизатора вышла из строя. Не как нормальные люди стали делать, без этих вот, Без линков, да? да, которые ключом фиксируются. Ну да. Потому что вот тут сейчас заржавеет, а не сейчас ржавеет, ее хрен что сделает здесь. И она рубить будет. Ну вот такой вот конструктив, что поделаешь. Такую схему, в общем-то, использовали уже с Да, в линками. принципе, Много где она ее есть. даже и сымать не надо. Вот она расслабилась, смотри сам. Она так же самое. Не, ну а сейчас что можно понять? Она расслаблена. Ну, расслаблена, да, вот держи, я тебя ее расслабил просто. Что так, сейчас я сыму, что так, какая разница. Он чувствует, капрон даже жесткий там еще. Вот так, пошатай шар. Он жесткий там еще сидит. Давайте открутим ее с верхней опоры тогда, вот прямо. Ну, открутим. давайте, Потому что давайте. Сейчас, Понимаете, просто у меня время деньги, я же работаю. ну так отлично. Да, Чем больше нет. времени мы потратим, тем больше вы заработаете. Да, кто подпишет это, да. Как кто подпишет? Ну вы же работаете. Мы можем подтвердить, если что вы работали. Да. Ну вот мы ездим на машине, она гремит. Новый вазовский автомобиль, черт возьми. Да гремит.
По каким дорогам? Они все гремят. Возьмите, ну любую Нет. возьмите иномарку. Вон. Нет. Ну правильно, за 2 миллиона, конечно, она может не будет не греметь с Подожди, воздушной Вы подвеской. хотите сказать, что автомобиль за Нормально. 600 тысяч рублей должен греметь обязательно? Так она завышенная цена. Кто бы сказал, что он будет 600 тысяч, да он стоит. Ну подождите, Солярис стоит столько же, даже дороже. Да И не гремит. дороже, его скинули, он по 500 он продают. Ну вот, Солярис гремит. Гремит, его шумуют, прямо на станции шумуют, их Ну, нет, продают. это ладно, а в подвеске? Подвесочный шум. То, что там со временем салон начинает греметь, это одно, а подвеска-то? Мы Почему? освобождаем четырехточный подъем. Мы сейчас пробуем снять вот верхнюю опору и посмотреть его. Вот эти стойки, вот эти вот, они на всех машинах, на иномарках, то же самое на тех. Это самое больное место у них. Да. Ну тут как-то, ну шар тут, его фиксировать. Но в конце концов мы открутили верхнюю опору у стойки стабилизатора и выяснили, что небольшой осевой люфт все-таки присутствует. Ну вот я бы сказал, что сейчас люфтец чувствуется небольшой. Я не уверен, что именно он может давать стук, но вот люфт есть, вот осевой. Честно говоря, они стучат вообще так хорошо слышно, когда они стучат. Так что вполне возможно. Если да, блин, на любую иномарку взять, больше 30 тысяч они не ходят. Я про что говорю. И шугаться на каждый этот стук, они и будут лететь эти. Ну надо новую взять, посмотреть, люфт есть там такой вот или нет, я просто не знаю. По-любому не будет лифта. Вот этого не будет. Люфта не будет, да. Они вот прям Ну это фиг провернешь. 15 тысяч прошло. Но греметь начала еще. А, уже на 5 тысяч начали? У нас просто вот длинный пробег получился до Казахстана, и нам негде было менять. Мы до них добрались. Сравнить. Или стук слева там. Мне говорят, слева идет больше, сильнее. А ты для сравнения. Открути, посмотри, есть там или нет. Да, ну, так Есть положение на четырехточечный все-таки переехать. Возможно, там. Давайте я поставлю это, Давайте да, перегоняйте. переберемся туда все-таки. Помимо основной версии были и другие рабочие версии стука в передней подвеске нашей Весты. Ну нет такого, чтобы прощупывался. Если тот мелкий, который тот мы вытягивали, не знаю. Слушай, ну я вот тоже не чувствую на самом деле. Не, ну если бы ты бы почувствовал, все равно ход ты поймал бы его, рука почувствовала бы этот стук. Знаешь, что может быть это? Может быть. Знаешь, сейчас беда какая идет по ним. Вот эти вот резинки у них, вот они. Сюда иди. Вот эти резинки стабилизаторы. Они сейчас скрипят, машину приезжают, их смазывают. Силиконовый какой-то завод херню придумал. Вот смотри. Но вот, может в них резина мягкая здесь. Очень мягкая. Пощупай сам, она мягкая, не знаю. Не то, что на стойках берешь жестко, а она мягкая. Должна быть мягкая. Вот она может, она пробивает просто-напросто. До металла, да? Ну вот она ездит, она то есть, это самое. Слушай, ну их силиконом-то мажут зачем? Но люфт реально не чувствуется. Вот ни в радиальном направлении, ни в осевом. Ни нижняя опора, ни верхняя. Нету вообще ничего, что могло бы вызвать подозрение. А в Казахстане как было? А в Казахстане я не щупал, к сожалению. Я просто поверил парням, которые посветили туда телефоном, поддергали ее вот так же. И сказали, блин, ну все, она умерла, короче, пацаны у вас. Реально, левая сторона стойка стабилизатора вышла из строя. Мы такие, ну блин, ну ладно, что. Слушай, ну они же просто так действительно не могли этого сказать. Просто вот. Ее качаю, и я не чувствую люфта. Ну, Андрей же снял ее, в ней же есть люфт. Ну, когда снял. Вот когда снимаешь, да, и в верхней опоре чуть-чуть вот осевой люфтец чувствуется, да.
И, в принципе, вот кто-то из ваших специалистов говорит, что этого может быть достаточно для того, чтобы было слышно. Но вот когда она стоит и рукой ее не прощупываю, я не знаю, как эти ребята Я думаю, поймали. что надо это, только снятую ее. Никак не на Наверное, машину. да. Наверное, да. На АвтоВАЗ был отправлен запрос. Завод принял решение о том, что нужно менять стойку стабилизатора с левой стороны, и соответствующая деталь была заказана.